Продолжаем нашу подготовку к корейскому празднику Чусок, который будет 1 октября. И сегодня готовим еще одно блюдо, которое относится к праздничному столу этого события. Нам понадобится говядина, в данном случае это стейк, около 500 грамм, чтобы получить то же количество, что и у меня. И мы должны нарезать ее как можно более тонко, но не тоньше, чем 2 мм. Можно воспользоваться сервисом нарезки в магазине. Затем мы делаем диагональные надрезы на каждом из кусков с обеих сторон. Также мы должны немного посолить каждый из кусков с обеих сторон, совсем немного соли. И немного поперчим, немного черного молотого перца по вкусу. Также нам потребуется 1 зеленый перец чили и 1 красный перец чили. Это нужно будет нам для декорации, для украшения этих мясных блинов. Если не хотите перец чили, тогда используйте, например, зеленый лук. Разрезаем напополам вдоль каждый из перчиков. И затем удаляем семена и прожилки. Удобнее всего делать это при помощи чайной или кофейной ложки. Будьте аккуратны, пальцы может сжечь, и лучше наденьте перчатки. Затем мы нарезаем перцы чили тонкими полосками, тонкой соломкой. Как я и говорила, если не хотите перца чили, вы можете просто нарезать где-то в 5 см длиной зеленый лук. Теперь яйца. 3 яйца мы с вами разбиваем в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Добавляем немного соли, буквально щепотка. Также нам потребуется обычная тарелка, в которой мы перельем яйца, потому что так будет удобнее затем опускать мясо в яйцо. Взбиваем яйца и переливаем в тарелку, в которую будем уже впоследствии окунать мясо. И еще одна подготовительная ступень перед жаркой: мука. 3 столовые ложки, этого будет достаточно, правда мои ложки были с горкой, но это обычно так у всех бывает. Мы берем каждый из подготовленных кусков и обваливаем мясо в муке. Излишки стряхиваем. Много муки быть не должно, то есть чтобы не было излишним. Теперь все готово и можно приступать к жарке самих блинов. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом 2 столовые ложки и кунжутное масло 1 столовая ложка. В таких пропорциях мы смешиваем эти 2 вида масла, распределяем по сковороде, и когда масло нагрелось, мы окунаем в яйцо каждый из подготовленных кусков мяса и затем кладем уже на нагретое масло. Масло должно быть обязательно нагретым, чтобы яйцо не впитало масло в себя. Жарим мы эти мясные блины на слабом тихом огне. Когда уже нижняя сторона яйца начнет прихватываться, мы кладем на верхнюю сторону подготовленный нарезанный перец чили или зеленый лук. Когда одна сторона уже прихватится, то мы переворачиваем на другую сторону. В процессе жарки можно переворачивать блины по необходимости несколько раз с одной стороны на другую сторону. Также по необходимости можно подливать яйцо и также масло растительное и кунжутное. Продолжаем жарить блины. Жарим мы их на тихом огне до готовности самого мяса. Очень важно, чтобы внутри мясо протушилось, а снаружи блинчик был поджаристый, но не горелый. И подаем это нехитрое, но вкусное блюдо к столу. Подавать его можно к столу с соевым соусом для диппинга, потому как, собственно говоря, приправ на блинчиках не очень-то и много. Мы их посолили совсем немного и поперчили чуть-чуть немного, поэтому блинчик мы окунаем в соевый соус и едим. Приятного вам аппетита!